Адам и Ева. Так назвали мы этих птиц. Они первыми в конце апреля появились на плоском полупустынном участке вблизи границы Кызылагачского национального парка. И сразу стали строить гнездо, дорожки гнездо расчищать, веточки и ракушки лишние из-под ног убирать. Адам и Ева – белохвостые пигалицы. Это кулики, элегантные, длинноногие. В определителях пишут, что самцы и самки окрашены одинаково. Но посмотрите сами, это не так. У Адама карминное кольцо вокруг глаз, поярче. Верх головы и шеи однотонно пепельно-бурые, щеки белые. У Евы все это с легким налетом пестрин. Ее наряд выглядит чуть тусклее. Возможно, она просто моложе своего партнера. Итак, пигалицы строят гнездо. Он, Адам, как и положено мужчине, активен, серьезен и трудолюбив. Она, Ева, позволяет себе следовать за своим избранником и помогать ему во всем. Через несколько дней у нашей пары появились соседи, тоже кулики, луговые теркушки. Птицы крикливые, суматошные. Они сразу оценили место, выбранное пигалицами для своего дома, и даже попытались оспорить права последних на жилплощадь. Но Адам оказался непреклонен. Ева поддержала мужа, и теркушкам пришлось заселить окраины луга, оставив пигалицам выбранный ими центр. Болотный лунь – главный пернатый хищник этих мест. Он охотится на полевок, мышей, нерасторопных нутрий, но очень часто его добычей становятся и птицы, как мелкие воробьиные, так и более крупные водоплавающие, птенцы уток, лысухи, камышницы. Зазевавшегося кулика лунь тоже не прочь прихватить в свои когти. Но не тут-то и было. Адам первым атаковал непрошенного гостя, раз за разом пытаясь дать ему подзатыльника. К атакам пигалиц сразу подключились теркушки. И луню пришлось спешно удирать от разгневанных птиц. Вот для чего нужны колонии куликам. Для защиты гнезд и птенцов. Миниатюрный морской зуёк отлично понимает это и тоже готов вступить в куличиный кооператив. Весна спешит, и наш птичий городок постепенно заселяют все новые и новые жители. Степной жаворонок бесконечными песнями обозначает свой дом. Деловитые зеленые щурки суетятся возле гнездовых нор. Красавица Удот неторопливо прохаживается в поисках степных кобылок. Кажется, гнездо построено, и Адам все чаще и чаще обращает свои взоры на Еву. Еще бы, такая красавица! Для пигалиц наступило время любви. Результат – 4 пестрых яйца. Пигалицы будут насиживать их в течение 3 недель. Попеременно, заботливо сменяя друг друга на этом ответственном посту.
Гнездо пигалицы в здешних местах редкость. Населяют птицы зону пустынь Передней и Средней Азии. В Азербайджане белохвостые пигалицы появились впервые в 1961 году. С тех пор они здесь гнездятся, но не больше нескольких десятков пар в год. Вид занесен в Красную книгу республики. Адам раскричался, и неспроста. На колонию куликов надвигается стадо буйволов и коров. Каждый день утром и вечером эти животные проходят через луг, вызывая гнев Адама. Каждый раз при этом гнездо пигалиц оказывается под угрозой быть растоптанным. И каждый раз гнездо остается целым. А это значит, что Адам и Ева рождены под счастливой звездой. Проклиная коров, Адам и не догадывается, что именно парнокопытные животные, съедая и вытаптывая растительность, создают места для гнездования этих куликов. Если луга зарастают, они становятся непригодными ни для пигалиц, ни для теркушек, ни для морских зверьков. Коровы ушли, и Ева со всех ног бежит к гнезду, насиживать. Адам, пользуясь минутой затишья, продолжает патрулировать свою территорию, на ходу умудряясь перекусить зазевавшимися козявками. Потом не выдерживает и несется на смену Еве, посчитав, что она наверняка проголодалась. Белохвостые пигалицы всегда гнездятся недалеко от воды, потому что именно мелководье – основное место их кормежки. Покинув гнездо, Ева бежит к воде. Здесь свои соседи – просянка, болотная черепаха, зимородок, золотистые щурки. Вода в степях и полупустынях на вес золота, и все любители воды и пернатые четвероногие живут здесь в согласии. Ева бродит по мелководью, иногда выбираясь на влажный берег канала. Основной корм пигалиц – водные беспозвоночные, моллюски, мелкие ракообразные насекомые, которых птица выхватывает концом клюва с поверхностных слоев воды или со дна на мелких местах.
Перекусив, наша героиня обязательно приводит в порядок свое оперение. Пигалица всегда должна быть в форме. Адам, изрядно перенервничавший из-за луня и коров и, вероятно, так и не растративший на них всю свою душевную энергию, остатки эмоций выплеснул на нашу технику. Мы не обиделись. Прошло 25 дней с момента нашего знакомства. Адам снова беспокоится, но теперь почему-то возле самой воды. Он стоит на одном месте и монотонно кричит. Это он так шакала приветствует. Теперь все в округе знают, осторожно, шакал у воды. Каков молодец. Но есть еще одна причина беспокойства пигалиц, вернее, целых 4 причины. Вот они, птенцы. Малышам всего 1 день, а они, едва обсохнув, уже смогли покинуть гнездо, преодолели несколько сотен метров и оказались на берегу канала. Здесь они, услышав крики беспокойства родителей, затаились. Здесь, под неусыпным вниманием и заботой Адама и Евы, они проведут 30 дней. В месячном возрасте молодые пигалицы станут на крыло, научатся летать, и после этого смогут понемногу перемещаться к югу. Уже в конце июля пигалицы начнут откачевывать к местам своих зимовок в Пакистан и Индию. С первыми признаками весны Адам и Ева снова вернутся на родину. Они первыми появятся на плоском полупустынном участке вблизи границы Казалагачского национального парка. И история их жизни начнет свой новый виток.